Посмотрите, какое ароматное и насыщенное блюдо у меня сегодня получилось. Мягкое мясо, овощи, густой соус– все томилось вместе и буквально пропиталось вкусами. Если вы любите простые, но по-настоящему домашние блюда, обязательно досмотрите это видео до конца. Начинаю с мяса. Нарезаю его на небольшие аккуратные кусочки. Так оно приготовится равномерно и получится особенно мягким. Размер стараюсь делать средний, чтобы мясо не пересушилось и хорошо впитало все ароматы во время тушения. Дальше беру половину стакана воды и добавляю в нее чайную ложку соды. Это простой, но очень рабочий способ сделать мясо более нежным. Вливаю эту воду в емкость с мясом, чтобы сода начала работать и размягчать волокна. Хорошо перемешиваю мясо руками, накрываю пищевой пленкой и убираю в сторону примерно на 15 минут. Важно, после этого мясо обязательно нужно тщательно промыть под проточной водой, чтобы не осталось вкуса соды. Пока мясо отдыхает, беру одну крупную луковицу и нарезаю ее мелкими кубиками. Лук здесь будет основой вкуса. В сковороду отправляю топленое масло. Оно дает очень приятный аромат и отлично подходит для таких блюд. В хорошо разогретую сковороду выкладываю мясо и, помешивая, начинаю обжаривать. На этом этапе важно дать мясу слегка подрумяниться, так вкус получится более насыщенным. Беру зеленый болгарский перец и нарезаю его небольшими кубиками. Он добавит свежесть и легкую сладость. Четыре картофелины нарезаю на средние кубики. Такой размер идеально подходит для тушения. Картофель сохранит форму, но будет мягким. Одну морковь нарезаю кружочками. Она добавит цвет и приятную сладость. К обжаренному мясу добавляю нарезанный лук. Следом отправляю болгарский перец и аккуратно все перемешиваю. Добавляю 3 зубчика чеснока, чайную ложку соли и половину чайной ложки молотого черного перца. Все хорошо перемешиваю, чтобы специи раскрылись. Кладу 1 столовую ложку томатной пасты и слегка обжариваю все вместе, чтобы вкус стал более глубоким. Заливаю горячей водой так, чтобы она покрыла мясо и овощи. Добавляю нарезанный картофель и морковь. Кладу 3 лавровых листа для аромата, перемешиваю и накрываю крышкой. Готовлю под закрытой крышкой примерно 40 минут на небольшом огне, пока мясо и овощи не станут полностью мягкими. Вот такое сытное домашнее блюдо у меня получилось. Очень ароматное и согревающее, идеальный для обеда или ужина. Обязательно попробуйте приготовить.